То есть в 21 веке 10 показателей важны в 10, да, гороскопе. да. Даже сейчас уже говорят о 8. Уже даже мельчат. 8. Да, уже 8, да. Хорошо, давай вот сейчас мы их перечислим. Что это за показатели такие, которые могут четко сказать, что... И вообще, что они говорят, эти показатели? Что они обещают людям? Для любого индуса хорошая любовь – это в кино. Да, потому что вот это важно. потому что он прекрасно понимает, что такого, который, как показывает в кино, у него в жизни не бывает. Ванакам, дорогие друзья! Добро пожаловать на подкаст «Масала Сатсанг по-индийски». Здесь мы делимся тем, чем живет настоящая Индия, ее культурой, духовностью и древними ведическими знаниями. В каждом выпуске душевные разговоры, ведическая мудрость и та самая магия, что витает в индийском воздухе. Я Ада Куко. Вместе с моим мужем Рамджи, индийским астрологом, мы приглашаем вас в этот душевный диалог об Индии. Сегодня мы хотим поговорить с вами на очень интересную тему, которая волнует многих людей. Это любовь, брак, карма. Дело в том, что в Индии вообще эти понятия очень переплетены, не как в другой части мира. Дело в том, что выбор партнера в Индии – это не ваше личное решение. Как правило, в этом процессе участвует ваша семья. Безусловно, будет важно, к какой касте вы принадлежите и наличие совместимости в гороскопе. Нас с мужем часто спрашивают, ну а что вообще важнее, кармический союз или все же выбор сердца? И вот именно сегодня мы предлагаем с вами поговорить, разобраться в этой теме с точки зрения ведических знаний. Добро пожаловать на наше чаепитие. До сих пор ли актуально в Индии браки, которые заключаются исключительно исходя выбор семьи, каста, совместимость в гороскопе? Вот другая часть мира мы знаем, как люди влюбились, поженились и счастливы. А в Индии почему-то вот до сих пор как? Семьи, которые живут в больших городах, они на это, скажем так, касты, гороскопы стали сейчас намного меньше обращать внимание, нежели семьи, которые традиционно живут, например, в деревнях, которые работают на земле, они все время живут в деревне, они, естественно, очень боятся общественного мнения, своего общественного мнения, и, соответственно, они все равно придерживаются к этим принципам. Каста, гороскоп, уровень, социальный уровень и так далее и тому подобное. Это до сих пор существует. А если сейчас взять вот в 21 веке, сопоставить, вот в каком процентном соотношении на сегодняшний момент заключаются браки по гороскопу? Если раньше, лет 20 тому назад, это было 70% или даже 80% браки заключались только по гороскопу, по кастам и так далее, сейчас этот процент, конечно, уменьшился. Не будем раскрывать все тайны, я так понимаю, что, в общем-то, в вашей семье тоже так было. Да, так и есть, да. Моему отцу было сказано жениться на моей маме, и все, больше другого варианта у него не было. Ну, как и у мамы. Ну да, у мамы тоже. Несмотря на то, что семья у меня такая была, очень отец ее любил, маму, сколько я помню. Да, тут много факторов, скажем так. Это сколько лет тому назад, это почти полвека тому назад было, даже больше. Больше. Там же давай еще разберемся вот в таком понятии, что такое вообще кармический союз. Кармический союз обозначает, если перевести дословно, когда из-за их действия осознанно или неосознанно соединяются два человека. Вот. Нет, давай чуть-чуть вот упростим все этот момент, чтобы было понятно всем. Кармический союз – это что? То есть, вот, в моем понимании, как я уже за 20 лет понимаю это, понятие, кармический союз – это когда два человека соединяются для отработки какой-то совместных общих задач. И разделяют это понятие кармический союз и выбор сердца. Это две разные вещи. Это из 10 может одно совпадение, когда выбор сердца и кармический союз одно и то же.
остальных 9 случаев, Так, это окей. получается Значит, две получается, разные что вещи. в некоторых случаях это может быть абсолютно равнозначное Да. понятие. То есть мы можем поставить знак равно между кармическим союзом Союзом и выбором и сердца. выбором сердца. И бывают случаи, когда это, в общем-то, Да, выбор сердца может вообще не играть никакую роль. или это вообще может быть, ну, вот выбор сердца, да, ты полюбил другого человека, но судьба тебе определила. Судья определила именно жить с этим И человеком. вот давай этот вопрос разберем. Вот судьба тебе определила. Да, вот это в жизни еще бывает. Даже, допустим, даже не будем брать это в Индии. Вот, допустим, ты полюбил или полюбила какого-то человека, да, то есть там встречалась, у вас были какие-то планы, и потом в течение каких-то обстоятельств судьба вас развела. И вот там он и она встречают других спутников жизни, женятся, и вот друг друга всегда вспоминают там ту свою несостоявшуюся любовь. Вот опять-таки говорю, как человек не задумывается, как сложилась бы его жизнь или ее жизнь, если в самом деле он Женился по любви. по любви. Поэтому, наверное, может быть так, что Бог отвел, и, например, он нашел другую, она нашла другого. Вот. То есть, если вот будем говорить просто такими понятными всеми, да, понятиями. То есть, если судьба развела, то ничего случайного не бывает. Не бывает, не бывает. Никогда не надо жалеть о том, что, которое произошло само по себе. Ну, вот я, например, допустим, ну, за все вот эти годы понимаю так, что вообще любой союз, вот мое личное мнение, да, любой союз это вообще карма. Понимаешь, вот я не верю в случайности. Я всегда человек, который вот, ну, я больше склонна считать, что есть некая закономерность какая-то определенная. Ничего случайного в этой жизни не бывает. Даже если ты влюбился в какого-то человека, это тоже твой гороскоп, это тоже твоя карма. Отработать с ним либо страдания какие-то определенные, Вот да, правильно ты говоришь, страдание, счастье. Но если, допустим, ты же не можешь прервать союз, потому что как только страдание начался, ты же должна пройти это страдание с этим человеком. не, подожди. Просто у нас сейчас получится, что у всех будет ассоциация, что кармический союз это всегда страдание. Нет, я не говорю об этом. Я не говорю об этом. Не бывает жизни без страдания. И не бывает всегда счастья. Ну, жизнь, конечно, она не статична. Да, и поэтому когда счастье, я буду с ней или с ним, а когда страдание, ну все, давай я с другим пойду. Нет. Не, ну я не делю мир на черное и белое. Нет, Я понимаю, что мир Не, посередине. я именно к этому говорю. Вот это и есть кармический союз. Значит, ты проходишь все испытания вместе. Любовь это прежде всего иллюзия. Она не долговечна. Она через какое-то время исчезает, когда у тебя начинается бытовуха, да? Вот, как говорят, когда тебе надо утром вставать, на работу собираться, да. И потом, когда уже дети пойдут, их надо воспитывать, там, в школу, это все. Знаешь, мне очень такая одна фраза нравится, перебью. А любовь это что? Это когда ты продолжаешь любить человека, с которым изо дня в день ты засыпаешь и просыпаешься. Любить на расстоянии всегда легче. Да, это так и есть. И почему я говорю любовь иллюзия? Потому что оно может пройти. Оно не будет так, как оно было раньше. Или через 5 лет любовь у тебя в семье может иметь совсем другое определение. А то, что было, когда ты женился. А через 10 лет у тебя совсем другое определение. Другое мировоззрение. Мировоззрение. Уже дети выросли, уже совсем по-другому, уже обязанности и так далее и тому подобное. А спроси у женщины, у жены или мужа, которые когда-то встречались, когда они встречались, у них любовь была одна. Когда дети появились, любовь уже другое. Ну, она да, преобразуется. она преобразуется, это да, это вроде все как бы понимают. Конечно, ожидания все равно у людей, если они не совпадают, происходит разочарование, это никак неизбежность. И тут как раз играет, скажем так, положительную роль гороскоп. Хорошо, тогда у меня тебе просто встречный вопрос. Вот ты сам-то как вообще, вот что для тебя любовь, как вот вообще для индийца, что такое вообще любовь? Что это? Вот получается, что любовь, что это иллюзия, что это вообще такое? А для любого индуса хорошая любовь это в кино. Да, потому что он вот это важно. потому что он прекрасно понимает, что такого, который как показывает в кино, у него в жизни не бывает.
И не будет. А они хорошо это понимают? Они прекрасно это понимают. Слушай, ну а вот иногда так смотришь в Индии, там передачи какие-нибудь, и видишь, что там молодежь стали на там суициды, еще В что-то. свое время, ты знаешь, что мой дед был режиссером и 2 раза получал президентскую премию. И он как раз один раз был какой-то спор, и ему задавали вопрос, ты же за режиссером был, почему вот в Индии столько много людей ходят в кино, Мгм. да, даже больше, чем европейские, я говорю, те года. Да и сейчас так же. Да и сейчас так же. И тогда мой дед очень хороший вопрос. На этот вопрос очень хороший ответ дал. Кино почему популярно в Индии? Потому что все, что мы показываем в кино, он хотя бы может видеть кино и насладиться. Потому что в реальной жизни это очень тяжело. А в реальной жизни отрабатывай карму. Да, да. И получай удовольствие. Он радуется, что хоть где-то что-то как-то происходит таким образом. А в семье у него все по-другому. Слушай, ну сейчас вот послушает и подумает, вообще будет всю Индию жалеть. Но на самом-то деле, давай все-таки вот вернемся к глубине вопроса, да. Ну не все же так на самом деле трагично и печально. Ведь очень многие союзы действительно крепкие, и по гороскопу часто очень создаются действительно сильные браки, и как-то ну, и любовь в этих браках есть. Хорошо, вот окей. Семья, как это вообще, давай вот вернемся к тому, как сейчас, а сейчас это тоже так же происходит, как и 100 лет тому назад, и 50, и 70, и даже 20, и даже 10 лет тому назад. Вот две семьи, точнее одна семья приняла решение, допустим, дочку все надо выдавать замуж. Вот как сейчас происходит этот процесс? Процесс начинается, сейчас, конечно, компьютерный век, можно заявку оставлять, например, в сайте, или там вот этот администратор сайта, чтобы не злоупотреблял твоими личными данными, они подбирают и тебе присылают на e-mail к этих мальчиков. Список, да, образование, зарплата, где, кто родители, все. Стоп. Вот здесь важный момент. Сначала что начинают? По касте подбирать? Да, да, обязательно, потому что я... Ну, как ты сразу предсказался? Обязательно по касте? Обязательно, почему? Потому что для каждой касты в Индии есть свой сайт знакомств. Даже так. Да, для каждой касты. Давай еще такую поправочку сделаем, потому что вот я очень часто вижу вот, люди, которые вне в индийской культуре, наши друзья, знакомые, подписчики, они всегда вот путают каста и благосостояние. Уважаемые, каста – это не наличие финансового благосостояния, да? Это совсем другое. Про касту мы еще обязательно с вами поговорим, расскажем, что это такое. Но я просто вот вижу, что часто люди очень путают, да? Касты – это, если коротко, что? Каста вообще образовалась, исходя из того, что какой Вид деятельности. Вид деятельности, да. Да. Но никак это не связано с деньгами. Никак не связано. Может быть, ты самый нищий, благодаря своему труду, может стать самым богатым человеком. И самая высшая каста из-за своих, например, какие-то, например, растраты, может стать вообще нищим и может и передать это качество и своим детям, и они могут оставаться нищими. Вот. Это никак, но все равно из-за того, что он родился в высшей касте, он все равно его будут уважать, потому что он родился в высшей касте. Первое, что играет роль, это каста. Каста. Все, мы выяснили, что есть даже разные сайты. Да. Для каждой касты есть Да. свой сайт, и они вот там все подбирают. Да. Второй важный момент. Второй – образование. И проверяют, какая это была семья. То есть досье семьи. Досье, да. Они начинают проспрашивать, кто они такие, кем они были ли в этой семье, например, какие-то проблемы. Что значит проблемы? Это раньше, я говорю, сейчас особо не смотрят, потому что сейчас, как сказать, алкоголь, допустим, в Индии, или там какие-то курения, это уже люди на это внимание не обращают, если мальчики там, например. Сейчас это уже норма. Да, это как бы стало нормой, но раньше как? Они спрашивали. Все сошлось.
А вот кто в первый момент определяет? Вот мне очень важно. В этот момент, например, девочки показывают потенциально несколько фотографий, условно говоря, женихов, и говорят, что вот ну-ка присмотрись к этим ребяткам. Какой тебе из них нравится? То есть семья, там, мама или папа, братья, тетя сделали выбор, допустим, на сайте, проверили семьи, допустим, 5-4 кандидатов. И вот в этот момент они дают фотографии девочки, например. Или продолжают дальше. Совмещать гороскопы. Пойду сначала к Нет, астрологу. нет, тут уже сейчас уже совсем по-другому. Сейчас уже девочки сами и записываются в этом сайте и сами ищут себе мальчика, потом родителям Ну, говорят. Вот у девочка меня. ищет сама, выбирает, допустим, там 4-5 кандидатов. Просто они ей внешне понравились, условно говоря. Она, допустим, маме или папе их показывает, и папа там с мамой начинает... Они уже, да, начинают разговаривать, узнавать образование, зарплату. Хочешь сказать, что индианка, молодая индианка, девушка, которая хочет выйти замуж, она вот что, будет прям про критерии выставлять на сайте? Да, обязательно. А как? Потому что это ее будущее. Она, вот, женщина любит стабильность, да, она смотрит. Нет, ну это может быть уже какая-нибудь взрослая девушка. Ничего подобного. То есть индианки вот такие вот... Да, индианки такие продвинутые сейчас. Они первым делом даже можно взять любой сайт, зайти анкету любой девушки, ее требования к мальчикам. Это Да, просто... честно говоря, часто вот обсуждая с нашими родственниками, они фантастические. Чего? Ну, вот эти завышенные требования тоже индианки. Да, они, потому что они спрашивают, об этом было очень много даже передач, они говорят, в чем мне хуже, почему я должна, например, согласиться на то, что, которое мне не подходит, да, он мне... Ну, а если он ей внешне хотя бы понравился, и что ж, она все равно будет смотреть на эти вот факторы? Это вопрос очень сложный, как каждый себе решает, да, вот каждый для себя решает. Но основной параметр это вот они, как они сейчас прежде всего смотрят на материальное благосостояние, потому что... А почему в Индии теперь стало так сильно материальное благосостояние? Конечно. Слушай, ну давай так вот чуть-чуть... Я сейчас скажу, объясню, ответу только на этот вопрос, только одним словом я могу ответить. Кали-юга. Ну, я просто знаю вот предмет нашей семьи, если смотреть, да, но мама из благосостоятельной семьи, Да. папа из бедной семьи. Папа, они очень богатые. И вот как-то вот, да, и вот дочку отдали в такую семью. Ну, то есть у мамы не было вариантов спросить, а что это я пойду за него замуж? Да, такого не было тогда. А сейчас, да, сейчас... А сейчас они будут в основе, независимо кто какой касты, да? Да, сейчас даже девочки говорят, вот ты подбери, папа, например, я не выйду за него и все, мне вот это нравится, да. Вот знаешь, я тогда вот слушаю тебя, могу сказать, что вот, наверное, с молоком матери, что ли, у индийцев вот как-то учат. Действительно, они пойдут в кино посмотрят, там поэмоционируют, да? А на сайте она придет и будет выбирать там какого-нибудь себе кумара, который, он может быть, конечно, и красавчик, но она посмотрит так, о, нет, да, там что-то зарплата такая у него, что-то это, нет, давай-ка другого. И вот по ее критериям там какой-нибудь ей подошел мальчик, там, суннит. Да, не очень красавчик, конечно. Ну, деньги есть. Все. Деньги есть, да еще там есть, не дай Господь, у него там квартирка есть. Да, так и есть. Так и есть, тем более они очень предпочитают сейчас выбрать, если в семье мальчик, и он единственный, других детей нету, это вообще лотерейный даже билет. так? Да. Хорошо, а теперь давай, знаешь, какой вопрос такой очень важный, я думаю, сейчас это вот многих интересует. Вот скажи мне, пожалуйста, по каким критериям на сегодняшний момент вот Лакшми нашла себе все, кумара, вот она говорит, папа, хочу замуж. Да, если отодвигать вот наш разговор, там, Лакшми нашла, зарплата все хорошо, осталось посмотреть гороскоп. Раньше, я имею в виду 100 лет тому назад, нашими мудрецами было определено 20 пунктов совместимости, которые обязательно должен пройти. Но разрешалось 18 пунктов, если между мужчиной и женщиной совпадение есть, да, разрешали. Теперь 10. Вот, 10. То есть в 21 веке 10 показателей важных в гороскопе? Да. Даже сейчас уже говорят о 8.
Уже даже мельчат. 8. Да, уже 8, да. Хорошо, давай вот сейчас мы их перечислим. Что это за показатели такие, которые могут четко сказать, что... И вообще, что они говорят, эти показатели? Что они обещают людям? Эти показатели прежде всего говорят, например, начну с самого важного сейчас в Кали-юге, это химия, да, сексуальная совместимость. То есть сексуальная энергия на первом месте. Да, одна из самых главных. То есть Лакшми будет, вот если Кумарье понравится по всем ее критериям, да, в первую очередь она скажет, будет с тобой, допустим, встречаться, говорит, как у нас с ним там будет. Да, вон сразу видно. На натальной карте сразу видно. То есть этот виден факт? Да, конечно, видно. Это вот, допустим, она будет очень активная, допустим, а этот слабоватенький, сразу видно это. Ну, сразу говорят, что не надо женить. То есть нет сексуальной совместимости? Да, нет. Ну, это очень такой интересный показатель, потому что вот, ну, иногда так вот смотришь, европейские какие-то разводы, браков, да, и вот там такая фраза очень часто, что в кино, что в жизни, в передачах, там, да, ну, у нас нет сексуальной совместимости. Да, это сразу видно. Это сразу видно. В общем, гороскоп говорит, что это важный момент. Это важный момент, потому что только если будет только хорошая сексуальная совместимость, ты можешь рожать, например, ну, во-первых, будет дети. Да, это первое. Второе, но это тоже не самое главное, потому что возрастом вся эта энергия иссякает. И потом что? Все, 40 лет, ну все, давайте разошлись. Нет. Далее это компенсирует другие вещи. Ну вот давай, какие еще показатели? Какие еще другие вещи? Это повседневное общение, дневное общение, даже когда они... Так, первое сексуальное, второе? Смотрят совместимости бытовой жизни, да? Совместимости по дням. Какой день родился мальчик, какой день родился девочка. Эта совместимость важна, потому что чтобы днем они даже могут разговаривать. Если, например, днем, выходной день, один сидит на диване, играет в компьютер, а другая, например, кухне вечно готовит. Или наоборот, она сидит, ничего не делает, а он, например, что-то делает или там тоже валяется. Да? Они не общаются. Вот. То есть нет коммуникации. Это коммуникация. Значит, нет общих интересов. Темперамент. Темперамент, особенно бытовой темперамент. Потому что есть люди, которые, например, любое дело очень сильно начинают раздражаться, сердиться, злиться и очень сильно ругаться, который может подавлять другого человека. И потом этот человек потом может накапливаться, это стресс. И потом это тоже может привести к краху. Уже идет как бы финансовое состояние. То, что в анкете написано, это одно, то, что вот в самом деле в гороскопе. Потому что бывает так, что девушка бедная, но ей тяжело выдали замуж, и потом, как только она вышла замуж, у нее открываются фантастические возможности. Ну, то есть вот этот энергетический канал финансовый, да? Он просто открывается, и она зарабатывает. И семья, куда она вышла замуж, пришла, эта семья тоже процветает. И также бывает наоборот. Когда мальчик бедный, вот пришла к нему, вот, например, эта девушка, и все, у него в общем. Ну, то есть вот как раз опять возвращаясь к термину кармический брак, это что? Это когда сконнектилось две разные энергии. Да, это две разные энергии, положительные энергии. Ну, то есть они вдвоем дали положительный какой-то эффект. Да. Это к тому, чтобы кармический брак не всегда надо понимать в каком-то плохом контексте. Нет, кармический брак, это всегда нужно понимать именно в хорошем смысле этого слова. Почему? Потому что когда эти люди наслаждаются, когда что-то происходит хорошее, они и будут вместе, когда у них случается что-то тяжелое в жизни. Они будут друг друга поддерживать. Да, любовь, она не всегда дает эту гарантию. Любовь не дает. А кармический союз, да. То есть химическая реакция всегда проиграет такому браку, да? Конечно. Хорошо, какой еще показатель важен? Какой еще очень важный показатель? Это когда смотрят, произойдет ли какие-то серьезные несчастные случаи. Вот, например, после свадьбы, пример просто приведу, все хорошо, но пропустили эту совместимость, и через 3-4 месяца парень попал в аварию, да, и все, у него позвоночник сломан, он просто лежачий. Вот.
Или она попала в какой-то, например, кухне, что-то готовила, случилось пожар, и все. Да? Ну, это какие-то такие прям Нет, радикальные. это радикальные вещи, это смотрится. Или, например, вообще через 3-4 месяца он, например, попал в аварию, он умер. Понимаешь? Это несчастный случай. Ты представь, молодой девушке. А как это можно в гороскопе увидеть? А посмотреть можно прекрасно, все это есть, все это можно смотреть математически, все это можно рассчитать. И даже есть такой способ, когда ты можешь одобрять брак, исходя из этих процентов отношений этой совместимости, даже если очень, ну, бывает так, что одна каста, родители одобрили, они сначала познакомились на работе, потом узнали, что они одной касты, так что бывает, пошли к родителям, сказали, папа, это же каста, одна деревня, туда-сюда, ну давайте женить. Гороскоп смотрят, какие-то есть, скажем так, расхождения. Далее этого тоже делятся определенные пути и ритуалы. Хочу сказать один момент, да, что вот гороскоп не всегда даже в Индии его смотрят глубоко. Вот как я вот сейчас вот... Последнее время, я извини, перебил, последнее время даже были случаи, когда, например, глубоко его не смотрят, как должны смотреть. И из-за этого очень много браки реально распадается, а потом начинается, как всегда, да, расследование проводить, и они, этот астролог или кто-то глубоко не посмотрел. У меня есть такой случай, вот, очень хороший, ну, мой сосед, я его знал тоже с детства, он сейчас в Лондоне, он второй раз женился, первый брак у него распался, хотя тоже смотрели все показы, все сделали. И самое интересное... Та, по-моему, которых она не совсем здоровая была, да. Не, это тоже, нет, это другой пример. И самое интересное было, в этой свадьбе постоянно крутился вокруг нее один мальчик. Это, оказывается, она была влюблена. А, ты мне говорила, да. Да, что... и он постоянно ходил, потом она упиралась, и потом я просто одно не понимал. Если у тебя была, например, сила влюбиться, и почему у тебя не хватило силы сказать об этом родителям или хотя бы этому мальчику и сказать, мальчик, смотри, я влюблена, мы очень любим, ты давай скажи, что, например, этот союз не подойдет. Она этого не говорила. И именно я потом, когда с ним виделся, он мне как раз это и сказал. Если она сказала бы, зачем все это, столько денег было потрачено и все прочее. Он сейчас женился второй раз, и вот они живут в Англии, и у них все хорошо. И как раз, оказывается, потом, когда проводили расследование, да, действительно, астролог, ну, реально это грех, это большой грех он на себе взял. Астролог. Да, конечно. Почему, астрологи очень трепетно относятся к этому. Не все, кстати, смотрят эту совместимость, потому что ты отвечаешь за жизнь, за новый союз. За новый союз. Это действительно такой важный, ответственный момент. Слушай, знаешь, вот пока с тобой разговаривала, вот сейчас, да, вот постоянно у меня одна песня так крутится в голове. Не знаю даже, почему мне этот фильм так вспоминается. Помнишь, такой фильм был, там еще молодой Амитаб Баччан играет. Хаби, Хаби. Да, вот. Каби мере дил ме, да. Да, вот там же ведь тоже вот весь фильм про это. О, да, вот даже в этом фильме. Такая песня такая красивая вообще. Такая мне нравится, клип такой душевный. Там ведь что получается-то? Кстати, вот даже по этому фильму, да, то есть они влюбились, но каждый женился по гороскопу, по касте, как сказали родители. И только уже спустя там через много лет, да, дети их влюбились друг в друга, если мне память не изменяет. Вот тут они встречаются уже будучи взрослыми. Какой делаем вывод? Что преимущественно, не все, конечно, да, но в большем менталитете Индии, что мальчики, что девочки, все свои эмоции, всю свою любовь, именно этим Индия славится, она все оставляет в кино. Да, кино и реальную жизнь вообще сравнить не надо, потому что это какая-то утопия, да, вот. Да. И что мы видим? Что Old Индия, да, фильмы, что современные фильмы, они все вот вокруг любви,
все против, весь мир против, но два любящих сердца борются со всем миром. Да, но индусы молодцы, но я, конечно, горжусь, тем более дед был режиссером. Вот мы использовали наше кино как один из главных инструментов завоевать сердце всех людей на этой планете. Это точно. Это точно. Но вот что ни говори, но индийцы про любовь только одними глазами могут сказать. Да. Но я хочу вам сказать, Рамджи, это же, наверное, вот прям люди сейчас мучаются, слушают нас или смотрят, да, и мучаются. А они-то что? Да? Это вполне логично. Все знают, что мы с тобой в браке. А у них-то как, да? То есть кармический союз или выбор сердца. Уважаемые, вот если кому-то интересна именно наша история с мужем, пожалуйста, вот под этим выпуском комментарий. Если 101 комментарий мы увидим, да, что вот так и пишите. Нам интересен в вашем случае это кармический выбор, да, то есть партнера, или выбор сердца. Мы вам искренне обещаем, что честно расскажем про наш брак. Кому это интересно, пожалуйста, в комментариях. А пока интригу сохраняем. Чтобы подвести итог, хочу вот вернуться, да, к этому. Ну, значит, что получается? Индийцы все равно склонны выходить замуж, жениться по касте, по гороскопу и одобрению родителей семьи. Вот ты как индеец, как представитель касты браманов, как считаешь, это правильно? Я не знаю, как будет мир через 50 лет, но для того, чтобы сохранить какие-то определенные традиции, культуры, которые была нам передана предками, ну, конечно, желательно, я подчеркиваю это слово, чтобы жениться именно в основании этих принципов, которые ты только что перечислил. Почему я говорю, любовь – это иллюзия? Потому что, когда в отношениях, прежде всего, это ожидание. Потому что это играет самую главную роль. Ожидание, да, это может звучить немножко, может, грубовато, кто от кого-то ожидать. Но, извини, это ожидание. Вот муж ожидает от жены что-то, жена ожидает от мужа что-то, как партнера. И когда вот это ожидание не исполняется, начинается реально трение в отношениях. И вот тут как раз хорошо помогает гороскоп. Гороскоп. Я больше скажу. Вот этот брак – это очень хороший способ, не имеет значения, у жениха или у невесты. Он так успокаивает твою гордыню, отбрасывает свое эго. То есть он тебя лечит. Да, он тебя лечит. На уровне души. И ты реально начнешь смотреть на вещи. Угу. Ну что ж, как всегда, Индия, уважаемые друзья, знаете, она не раскрывается сразу. Всегда еще остается по скрипту много чего непонятно. Поэтому мы, безусловно, еще продолжим эту тему. Это как специи. Они не раскрываются сразу, да, они раскрываются постепенно. Спасибо, что вы были с нами. До встречи. До свидания.